Добрый день! Hello! Buenos dias! Там, на каком бы языке вы ни говорили. В общем, это видео про Айзек, про то, а что я вообще отправилась в Аргентину и как так получилось. Мое знакомство с Айзек началось в Нижнем Новгороде, в высшей школе экономики, где я училась в прошлом году. Да, и ребята из Айзек пришли к нам в универ, сказали, вот, мол, приходите, поговорим с вами о том, как можно путешествовать и при этом волонтерить. На самом деле, первое впечатление от Айзек у меня было не очень положительное, просто потому что, наверное, они как-то себя не очень ярко представляли. Вторая у нас была с ними встреча, когда они написали повторное письмо нам на почту, мол, будет еще одна встреча. Если вы хотите познакомиться с нами, приходите в такое-то место, мы будем вас ждать. Ну и я пришла, мне были невероятно рады. Я так поняла, что людей проходит через Айзек сейчас не очень много. И когда мы с ними поговорили, я сказала, что вот я хочу уехать летом в страну, где говорят на испанском. Ну, понятно, что это Южная Америка. Ну, например, мне сказали Колумбию, я такая, нет, я хочу жить. Вот, но сейчас у меня совсем другие впечатления, в принципе, о Южной Америке. И после этой встречи, после которой я начала серьезно думать о том, чтобы искать программу и подавать уже заявку и проходить интервью на этот проект. Числа так 26-27 января я подала заявку, и мой куратор в Нижнем Новгороде, она мне сказала, что, ну, Саш, тут одно место, как бы, и не рассчитывай особо, что тебя возьмут. Этот проект подходил мне идеально по датам, он был с начала июля, с 1 числа по 12 августа. Через недельку со мной, наверное, связались и сказали, вы готовы пройти интервью? Я, конечно же, вся такая уже воодушевленная, готовая к беседе. Да, мне звонят из Аргентины, как полагается, и начинают задавать вопросы стандартного интервью. Я хочу отметить, что уровень английского языка был у человека не очень высокий. Оказалось, это совсем не проблема. Я оплатила начальный взнос, и да, и после этого я поняла, что назад дороги нет. Я записалась на программу преподавания английского языка и математики в Аргентине. После этого я начала учить испанский. Как я буду объяснять present simple на испанском? Как я буду это делать? Мне оставалось 5 месяцев, а материала-то у меня на руках почти не было. Знала буквально базовое настоящее время, окончание его и пару слов типа «El teatro», «Madre padre» и вот это все в таком духе. Мне хватало для того, чтобы говорить, что я учу испанский. Я дошла до B1 за 3 месяца, и испанский был одним из пунктов. Вторым, наверное, основным пунктом подготовки была покупка билетов. Я так посчитала, должно было выйти 90-100 тысяч. Дело в том, что в Аргентину лететь летом, когда у нас лето, дешево, а из Аргентины, когда у них там зима, дорого. Короче, деньги я нашла. Это возможно, это в ваших силах, если вы хотите, у вас получится. Итак, наконец-то я отчалила в Аргентину. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Я нормально долетела до Буэнос-Айреса, там должна была быть пересадка в другом аэропорту, и мне нужно было взять такси, я потратила кучу денег. Просто чтобы не волноваться, чтобы не переживать, что я там не успею, опоздаю на самолет. Не стоило мне переживать, потому что я все равно в него опоздала. Во внутренних рейсах не пишут ворота на билетах, и вам нужно их постоянно проверять на табло. Я проверила один раз, когда первый час сидела, ворота номер 3. Второй раз проверила ворота номер 3. И когда я уже смотрю очередь к воротам номер 3 подбирается, ну вот думаю, да, мои ребята. Подхожу к ним, отстаиваю до конца очередь, и мне потом экипаж, значит, говорит, а не ваш рейс, и вам в другой конец зала. Я бегу в другой конец аэропорта, и где меня встречают две прекрасные стюардессы с вот этим вот притворным we're so sorry, you just missed your flight. Я такая, зашибись. Оказалось, что в Аргентине во внутренних рейсах номер ворот постоянный, его нужно проверять каждый раз, когда вы намереваетесь куда-то пройти. Вот.
только я долетела до Тукумана, меня встретили невероятно тепло. Да, меня встретили в аэропорту Селина и Солана, принимающая семья. И Селина меня спрашивает: «Шо, ты это говоришь на испанском?» Я говорю: «Ну так, чуть-чуть». Она говорит: «Ну тогда начинаем». И все. И с этого момента я начала говорить на испанском, просто уже через «не могу», «не хочу» и все остальное. Первые 3 дня было невероятно трудно. Я думала: пожалуйста, не спрашивайте меня ничего, не говорите мне ничего. Ладно, были люди, которые говорили на английском, но их было очень мало. Так что если вы едете в Аргентину, в любую вообще латиноамериканскую страну, английский не прокатит. В Аргентине в июле зима. Утром было в 0 градусов, к дню иногда доходило до 20, но все равно в среднем было, я думаю, градусов 15-17. И было очень холодно. Прошла у нас первая встреча с волонтерами. И на этой встрече я узнаю, что, оказывается, я буду работать с 7 вечера до половины 11, вполне нормальная практика, потому что в Аргентине чуть-чуть другой график. И кроме того, как я потом узнала, мне нужно будет преподавать испанский. Которые плохо читают, пишут. Вообще, в принципе, изначально меня беспокоило то, что меня не просят ничего готовить, мне не присылают никаких программ, мне не присылают никаких рекомендаций. Такая проблема возникла не только у меня одной. Например, был парень из Бразилии, он ехал преподавать английский, а приехал сюда, ему сказали, что: слушай, а ты не мог бы преподавать немножко право, юриспруденцию на испанском. У него испанский уровень приблизительно такой же, как у меня. Сказали, что программа на сайте, на официальном Айска как-то неправильно подбирает проекты. Наверное, одной из самых запомнившихся мне поездок была поездка в Вилья-Вьеха. Это маленькая деревушка, где живут и учатся семьи, где есть проблемы. Просто провели день, занимаясь, играя с детьми, которым нужно дополнительное внимание. Сегодня едем в одно место, не уверена, что вообще, в принципе, смогу там снимать. Если говорят, что опасно снимать на улицах Тукумана, то я не уверена, что получится снимать там. Но попробуем, в любом случае, да. Сегодня я встала пораньше, поэтому лицо у меня немножко опухло, прошу прощения за такой вид. Встала пораньше, чтобы прийти на автобус вовремя. Пришли 2 девчонки минут 5 назад, а тут я сидела до этого полчаса. Pierdo el sueño, yo pierdo la razón, pierdo mi voz, pero no sé qué ganas con robarme el corazón. Fuimos los dos, los que de a ratos confundían locura con amor. Y no es tu culpa si eso de estar locos no funcionó. Fuimos los dos, pero no me busques más, y no pretendas que eres fácil de olvidar. No, qué ganas con llegar si igual te irás con el bien. Yo sé que algo ganas, qué ganas con colarte siempre en cada canción. Qué ganas con... Эта поездка, которой я благополучно обгорела, но она была очень, не знаю, душевная. Еще после этого я думала: больше всего, что мне больше всего запомнилось, что мне больше всего понравилось, мне невероятно повезло с принимающей семьей. Сели и Соли. Просто, я не знаю. Мне кажется, спасибо за ту заботу, спасибо за вашу вечную отзывчивость. Я просто очень вас люблю, ребята. Они меня водили на семейные ужины. Все, это такая ностальгия. Не всем так повезло с семьей.
у некоторых были сложности, и Айзек довольно оперативно работает над тем, чтобы обеспечить вам все необходимые условия, то есть либо решить конфликт с той семьей, в которой вы живете сейчас, либо найти вам новую семью. Очень довольна тем, как они заботятся о волонтерах. Теперь хотела сказать про цены, да? В общем, Айзек вам предлагает 3 возможных варианта. Первый — это Global Volunteer, это когда вы едете волонтером, и вы не получаете денег за то, что вы работаете там. Есть еще Global Talent, это когда вы едете по своему образованию работать и получаете, кажется, деньги. И Global Entrepreneur, это, не помню, что это конкретно, возможно, я что-то путаю в Global Talent и Global Entrepreneur. Они, по-моему, оба оплачиваются с обратной стороны, но они также оплачиваются и вами. Что входит в это? Насколько я знаю, в это входит просто организация от Айзека. Я заплатила за свой проект 15 000 рублей за то, чтобы Айзек помог мне организовать всю эту поездку. Global Talent это, по-моему, чуть побольше, 20, и для следующего проекта это, по-моему, 25, ну или около того. Соответственно, 15 000 в данном случае они никак к вам не возвращаются, а в остальных случаях они могут вам вернуться просто в виде зарплаты. Если я не ошибаюсь, уточните на сайте. Я потратила деньги на билеты, у меня как раз и вышло около 100 000. Если учитывать, что я около 75, наверное, потратила на трансфер из Москвы до Буэнос-Айреса, я потратила чуть больше 20 000, 20-25, на то, чтобы прилететь до Тукумана и обратно. Сами билеты недорогие, они около 15 мне встали туда и обратно, но я заплатила за багаж и плюс еще за перевес. За проживание я не платила, так как жила в принимающей семье. Мне не входило питание в мой проект. Я просто очень счастлива, что получилось именно так, что я осмелилась. В общем, я теперь совершенно не боюсь лететь на край света, совершенно не боюсь учиться чему-то новому, совершенно не волнуюсь, когда знакомлюсь с новыми людьми. Да, Айзек — это очень молодая компания, которая создается молодыми людьми. Возможно, не у всех, не у каждого из них есть достаточно большое количество опыта, чтобы делать все точно и по плану, поэтому, конечно, есть ошибки, есть недочеты, но они совершенно незначительны по сравнению с тем, какого опыта вы набираетесь в процессе вашей стажировки, независимо от того, идете вы волонтером или профессиональным работником. Те люди, с которыми я встретилась, те эмоции, которые я испытала, те чувства, которые я в себе пробудила, те изменения, которые со мной произошли за эти 1,5 месяца, они не стоят никаких денег. Это я вам точно говорю. Так что, Айзек, спасибо огромное. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. Со всех домов, где я была, открываются прекрасные виды. Но знаете, что в Аргентине самое лучшее? Еда. Еда. Определенно это именно еда. No le enviaré cenizas de rosas, ni pienso evitar un roce secreto. Ушла в любое удобное место, где нет солнца. Находимся сейчас на последнем этаже, и знаете, нет машин на улицах. Вообще нет. Ну почти. Такси ездят. Потому что что? Правильно. Сиеста.
6, 7, 8, 9, 10.